Представьте себе Землю, обожженную солнцем до цвета ржавчины. Континент, который дрейфовал в одиночестве миллионы лет, оторванный от остального мира, словно гигантский спасательный плот. Здесь, в условиях жесточайшей изоляции и экстремального климата, эволюция пошла своим, совершенно уникальным путем. Это Австралия, земля парадоксов. И среди бескрайних равнин, в мареве горячего воздуха, возникает силуэт, который невозможно спутать ни с чем другим. Существо, которое передвигается так, как никто больше на планете. Оно не бежит, не идет. Оно летит над землей, отталкиваясь мощными пружинами задних лап. Кенгуру — это не просто животное. Это триумф биологической инженерии, вершина адаптации и живой символ целого континента. Но что мы на самом деле знаем о них, кроме того, что они прыгают и носят детей в сумке? История кенгуру — это эпическая сага о выживании, борьбе и удивительных превращениях, которая началась задолго до появления человека. Сегодня мы отправимся в путешествие по следу самого удивительного прыгуна на Земле. Чтобы понять кенгуру, нужно отмотать время назад, в эпоху динозавров. Когда суперконтинент Гондвана раскололся, Австралия отправилась в свое одиночное плавание на юг, унося с собой драгоценный груз предков современных сумчатых. В то время как на других континентах плацентарные млекопитающие, наши предки, захватывали мир, вытесняя всех конкурентов, в Австралии сумчатые получили карт-бланш. Долгое время ученые считали сумчатых недоразвитыми млекопитающими, эволюционным тупиком. Ведь рождение крошечного, похожего на эмбрион детеныша, казалось менее эффективным, чем вынашивание плода внутри тела до полного созревания. Но это было заблуждение. Кенгуру доказали, их способ размножения — это не ошибка, а гениальная страховка. В условиях непредсказуемого австралийского климата, где засухи могут длиться годами, тратить энергию на долгую беременность опасно. Если наступает голод, самка кенгуру может просто прекратить лактацию и потерять крошечного детеныша, в который вложено минимум ресурсов, чтобы выжить самой и попробовать снова, когда пойдут дожди. Плацентарное животное в такой ситуации погибло бы вместе с плодом. Кенгуру — это мастера антикризисного управления, созданные самой суровой лабораторией природы. Взгляните на кенгуру в движении. Это гипнотическое зрелище. Большой рыжий кенгуру способен развивать скорость до 60 км в час и перепрыгивать препятствия высотой в 3 метра. Но самое удивительное — не скорость,
а энергоэффективность. Кенгуру – единственное крупное животное на планете, использующее прыжки как основной способ передвижения. Почему? Ответ кроется в их анатомии. Их задние лапы работают не как мышцы бегуна, а как резиновые жгуты. Главный секрет – гигантские ахилловы сухожилия. Когда кенгуру приземляется, сухожилия растягиваются, накапливая колоссальную потенциальную энергию упругой деформации. В момент отталкивания эта энергия высвобождается, буквально катапультируя животное вперед. Фактически, на высоких скоростях кенгуру тратит меньше энергии, чем на низких. Им тяжелее медленно переступать, чем нестись во весь опор. Нельзя забывать и о хвосте. Это не просто балансир, это полноценная пятая нога. Мускулистый мощный хвост весит столько же, сколько все передние конечности вместе взятые. При медленном передвижении, во время пастьбы, кенгуру опирается на хвост и передние лапы, перенося задние вперед. А в прыжке хвост работает как руль высоты и противовес, позволяя менять направление в полете. Но настоящая магия происходит не на полях сражений, а внутри сумки самки. Процесс размножения кенгуру граничит с фантастикой. Все начинается с рождения детеныша. Беременность длится всего около 30 дней. Новорожденный кенгуренок размером с фасолину, он слепой, глухой и абсолютно лысый. Его вес меньше 1 грамма. И вот этому крошечному существу предстоит совершить самый опасный путь в своей жизни. Используя только передние лапки, он должен проползти по шерсти матери от родовых путей до входа в сумку. Мать вылизывает дорожку, указывая ему путь по запаху, но помогать физически она не может. Если он упадет, он погибнет. Добравшись до сумки, эмбрион намертво присасывается к соску. Сосок разбухает во рту, надежно фиксируя малыша на несколько месяцев. Но самое поразительное открытие ученых заключается в способности самки кенгуру производить молоко разного состава одновременно. У нее может быть почти взрослый детеныш, который уже скачет рядом, но иногда засовывает голову в сумку подкрепиться, и крошечный эмбрион, только что присосавшийся к другому соску. Для старшего один сосок выдает жирное, богатое белками молоко для роста мышц. Для младшего другой сосок производит молоко с высоким содержанием углеводов для развития органов. Это сложнейший биохимический завод. И, наконец, эмбриональная диапауза. Самка может забеременеть буквально через пару дней после родов. Но пока сумка занята, развитие нового эмбриона останавливается на стадии нескольких клеток. Он просто ждет в матке в режиме паузы. Как только старший освобождает место, или если он погибает, развитие запасного эмбриона возобновляется. Самка кенгуру может быть перманентно беременной, выкармливая 3 детей на разных стадиях развития одновременно.
Кенгуру — это не только рыжие гиганты пустынь. Эволюционная радиация породила множество форм. В эвкалиптовых лесах восточного побережья правят серые кенгуру. Они менее агрессивны, более социальны и лучше приспособлены к жизни в лесистой местности. На скалистых склонах живут валлару — коренастые мощные звери с мохнатыми лапами, которые позволяют им не скользить на камнях. Они способны выживать практически без воды, получая влагу из скудной растительности. Но самая удивительная ветвь эволюции — это древесные кенгуру. Представьте себе, животное, чьи предки спустились с деревьев, чтобы научиться прыгать по равнинам, спустя миллионы лет решило вернуться обратно на деревья. Древесные кенгуру живут в тропических лесах Квинсленда и Новой Гвинеи. Они неуклюжи на земле, но виртуозны в кронах. Их хвосты стали длинными и пушистыми рулями, когти изогнулись, чтобы цепляться за кору, а лапы научились двигаться независимо друг от друга. Обычные кенгуру не могут перебирать задними лапами по очереди при ходьбе. Это живая иллюстрация того, что эволюция не имеет заранее заданного плана. А еще есть квокки и валлаби, уменьшенные копии своих больших собратьев, занявшие свои экологические ниши в густом подлеске. Австралия — континент скудных почв. Трава здесь жесткая, сухая и бедная питательными веществами. Чтобы выжить на такой диете, кенгуру пришлось обзавестись сложнейшей пищеварительной системой. Они, как и коровы, являются травоядными, но с отличиями. Их желудок — это огромный бродильный чан, населенный уникальными бактериями и простейшими. Кенгуру — ферментаторы передней кишки. Они способны переваривать клетчатку, которая убила бы или уморила голодом другое животное. Интересный факт. Благодаря особому составу микрофлоры кишечника кенгуру практически не выделяют метан в процессе пищеварения, в отличие от овец и коров. Это делает их, пожалуй, самыми экологически чистыми пастбищными животными на планете. В мире, озабоченном парниковыми газами, это свойство привлекает все больше внимания ученых. Кроме того, их зубы — это конвейер. Жесткая трава с частицами песка стирает эмаль с невероятной скоростью. У кенгуру коренные зубы постепенно смещаются вперед, выпадают, а на их место сзади вырастают новые. Этот процесс смены зубов позволяет им до глубокой старости пережевывать проволоку австралийского буша.
В дикой природе у взрослого большого кенгуру мало естественных врагов. До появления человека единственным серьезным хищником был сумчатый лев, ныне вымерший, и, возможно, крупные рептилии. Сегодня главным врагом на Земле является динго. Охота динго на кенгуру – это битва выносливости против скорости. Динго не может догнать кенгуру на короткой дистанции, но он может загнать его до изнеможения. У кенгуру есть страшное оружие защиты. Если погоня загоняет его к водоему, кенгуру заходит в воду по грудь, разворачивается и ждет. Когда собака подплывает, кенгуру хватает ее передними лапами и топит. На суше же он прижимается спиной к дереву, чтобы защитить тыл, и наносит свои знаменитые удары ногами. С неба угроза исходит от клинохвостых орлов. Эти величественные птицы работают парами и способны убить молодого кенгуру, хотя взрослые самцы им не по зубам. Но самый страшный враг – это сама стихия – засуха. Когда вода уходит, начинается естественный отбор. Старые и слабые погибают первыми. Матери перестают кормить детенышей. Популяция может сократиться на от 60 до 70% за один сезон, но именно это регулирует баланс в хрупкой экосистеме. Отношения человека и кенгуру насчитывают десятки тысяч лет. Для коренных народов Австралии, аборигенов, кенгуру был всем. Это мясо, это шкура для одежды, это сухожилия для копьеметалок и связывания инструментов, это кости для игл. Но больше того, кенгуру – это тотем, священный дух-предок. В мифологии времени сновидений великий кенгуру своими прыжками формировал ландшафт, создавая холмы и русла рек. С приходом европейцев все изменилось. Первые исследователи описывали кенгуру как чудовище с головой оленя, стоящее как человек и прыгающее как лягушка. Но вскоре удивление сменилось прагматизмом. Европейцы привезли свой овец и коров, превратив пастбища в поля битвы за траву. Фермеры стали воспринимать кенгуру как вредителя, конкурента для скота. Были построены тысячи километров собачьего забора, который должен был защищать овец от динго, но косвенно повлиял и на миграцию кенгуру. Парадоксально, но деятельность европейцев в чем-то помогла кенгуру. Создание искусственных водопоев для скота в засушливых районах позволило кенгуру заселить территории, где раньше они не могли выжить. Численность некоторых видов, особенно крупных, резко возросла. Сегодня кенгуру – это одновременно национальный символ, изображенный на гербе, потому что он не умеет пятиться назад, символизируя прогресс нации, и объект коммерческого промысла. Австралия – единственная страна, которая ест животное со своего герба. Мясо кенгуру считается диетическим, а кожа одной из самых прочных в мире. Из нее делают профессиональную футбольную обувь и мотоциклетные костюмы. Этот промысел вызывает жаркие споры между экологами, фермерами и защитниками прав животных.
Современная Австралия наступает на дикую природу. Города растут, дороги разрезают буш. Столкновение с кенгуру – одна из самых частых причин аварий на загородных трассах Австралии. Кенгуру активны в сумерках и на рассвете – самое опасное время для водителей. Свет фар ослепляет и дезориентирует животное. Вместо того, чтобы убежать, кенгуру часто прыгает прямо под колеса, пытаясь проскочить перед опасностью, как он сделал бы, убегая от хищника. Кенгурятник – мощная решетка на бампере внедорожников. Это не тюнинг для красоты, а суровая необходимость для тех, кто живет в аутбеке. В некоторых пригородах кенгуру стали постоянными гостями на полях для гольфа и в парках. Они привыкают к людям, что создает новые проблемы. Туристы, пытающиеся покормить милого прыгуна морковкой, часто забывают, что перед ними дикий зверь с когтями-кинжалами. Случаи нападения кенгуру на людей редки, но случаются и порой заканчиваются серьезными травмами. Что ждет кенгуру в будущем? Изменение климата несет новые угрозы. Австралия становится жарче и суше. Лесные пожары от 2019 до 2020 годов, известные как «Черное лето», уничтожили миллионы гектаров леса. Кадры обгоревших кенгуру, ищущих помощи у людей, облетели весь мир. Однако кенгуру – это мастера выживания. Они пережили мегафауну, ледниковые периоды и колонизацию. Их репродуктивная стратегия, их неприхотливость в еде и феноменальная подвижность дают им шанс. Некоторые виды, такие как скальные валаби, находятся под угрозой и требуют активной защиты. Но большие рыжие и серые кенгуру процветают. Ученые продолжают изучать их, находя новые удивительные факты. Недавно было обнаружено, что кенгуру способны общаться с людьми, используя взгляд и указывая на недоступную еду, подобно собакам, способность, которую раньше считали присущей только одомашненным животным. Кенгуру – это больше, чем просто биологический вид. Это пульс древней Земли. Когда вы видите стаю кенгуру, прыгающую на закате, вы видите ту же картину, которую наблюдали первые люди 60 тысяч лет назад. Их прыжок – это не просто способ перемещения из точки А в точку Б. Это танец с гравитацией, выверенный миллионами лет эволюции. Они учат нас тому, что в природе нет правильных или неправильных путей развития. Есть только те, что работают. И кенгуру, безусловно, работают идеально. Пока над Красной пустыней встает солнце и слышится глухой стук мощных лап о землю, Австралия жива.
Кенгуру продолжает свой бесконечный бег сквозь время, не оглядываясь назад, только вперед, в будущее.